Рассказ называется «Карат». Карат – крупная, чистокровная западносибирская лайка, спал в палатке у входа. Судя по тому, как подергивались его лапы и дрожали губы, он что-то видел во сне. Но вот он проснулся, приподнял голову и насторожился. Взглянул на меня, потом быстро выбежал из палатки. Я сидел около небольшой железной печурки и глядел ему вслед. Карат бы зря не побежал, что-то его насторожило или кто-то. Обычно так он реагирует на приближение медведя или кабана. Я сидел тихо, прислушиваясь к звукам в лесу, но кроме слабого потрескивания дров в печке и изредка стрелявших на морозе деревьев, ничего другого я не услышал. Но Карат все же что-то слышал. Я встал, подошел к дверям палатки и выглянул на улицу. При свете луны Карат был хорошо виден. Он стоял в нескольких метрах от палатки и смотрел куда-то в чащу леса. «Карат, ко мне!» Лайка подчинилась моему приказу. Я очень устал после многокилометрового дневного перехода. Конечно, больше меня устал Карат. Правда, и мне было нелегко идти на лыжах по целине. Но Лайка никак не хотела бежать по лыжне. Угадывая направление моего маршрута, Карат прыжками, как волк, ныряя в глубоком снегу, прокладывал мне путь и только изредка, передыхая, шел сзади. Я был в пути уже 2 дня. Наш путь лежал к дальнему зимовью, где мы собирались добывать соболя, ну и запастись мясом, конечно. Под вечер первого дня я увидел след крупного медведя-шатуна. Медведь перешел дорогу. След был не более суточной давности. В том направлении, куда пошел этот страшный голодный зверь, должна была находиться бригада охотников, с которой я собирался выходить после промысла домой. Я решил, прослежу, куда именно пойдет злой и голодный медведь, и если он не изменит направление, отвлечь шатуна на себя и не дать ему выйти к охотникам в район, где они промышляют. Иначе может произойти непоправимое. Охотники добывают белку и соболя из малокалиберной винтовки, а это не оружие против медведя, а у меня и винтовка, и малокалиберка. Во всяком случае, надо предупредить охотников. Только после этого можно будет идти к себе на участок к зимовью. И мы с Каратом начали преследовать зверя. Шли, насколько могли, быстро. Необходимо было сократить разрыв между нами. Шатун брел тяжело, о чем говорили его частые остановки, передышки. Видно, он был очень истощен. С каждым километром все свежее и свежее становился его след. Под вечер Шатун свернул в темную тайгу. Нужно было искать сухое место для ночевки. На улице мороз крепчал. Вскоре я вышел на край старого бора. На мое счастье, быстро нашел большой смолистый пень. Недалеко от него выбрал место для палатки. Я расчистил участок, установил палатку, принес пихтового лапника и настелил. Получился матрас, можно сказать. Принес маленько дров в палатку, затопил маленькую печку и поставил чайник. А после пошел рубить дрова. Оглянулся на палатку, она раздулась. Тонкая ткань, из которой она была сшита, хорошо держала тепло, пока топилась печурка. А на улице было холодно. Походный термометр показал 42 градуса ниже нуля, и это вечером. Что же будет под утро? Карат не остался в палатке. Пошел вместе со мной. Быстро стемнело, пока я рубил дрова из смолистого пня. Карат стоял рядом, терпеливо ожидал очередного полена. Потом хватал его, бежал к палатке и бросал около входа. Он так быстро справлялся с работой, что я еле-еле успевал обеспечивать его дровами. Когда по моим расчетам дрова были заготовлены с запасом на ночь и в основном перетасканы Каратом в палатке, мне лишь досталась маленькая охапка дров. Карат так близко подносил их к входу, что я быстро закидал их вовнутрь. «Какой же ты молодец», — сказал я собаке. Я не ожидал, что он хорошо усвоит то, чему шутя учил его, когда он был совсем еще щенком. Думал про себя, раскладывая на рюкзаке наш ужин. Мы с аппетитом принялись есть. Карат, быстро наевшись, лег на свое место и крепко уснул. Сложив щепки около печки, я плотнее запахнул дверь, прижав полежком нижний ее край к земле. Подкинул в печку дровишек, повесил повыше обутки на просушку из оленевого камуса. Спички и свеча на положенном месте. Винтовка и малокалиберка в спального мешка. Пожелав Карату спокойной ночи, я залез в спальник. Ложиться хорошо, а вот вставать ночью подкидывать. Стоит только прогореть в печурке дровам,
как минут через 5-10, в зависимости от мороза, температура в палатке почти сразу выравнивается с наружней. Поэтому ночью вылазишь из мешка и быстро накидываешь печку дровами. Вот тут-то и выручает смолистая лучинка. Пальцы от холода плохо слушаются, еле держат спички. Захватываешь не одну, а 2-3 сразу. Это когда в палатке 45 градусов мороза. Смола вспыхивает, как солярка. Сразу жить охота при виде огня. Еще несколько минут не отходишь от печурки. Сидишь, смотришь и куришь. Не потухнет ли лучина? И только убедившись, что смоль занялась пламенем, весь замерзший как цуцик, залезаешь снова в мешок. И так раз 5 за ночь. Встаешь, подкидываешь и каждый раз думаешь. Хоть бы с первого раза растопилась печка. С этой мыслью засыпаю, слушая, как весело потрескивают в печке дрова. Проснулся я от шороха и рычания карата. Вылез из спального мешка, чтобы лучше слышать. Но этого можно было и не делать. Яростный лай моего охранника, сопровождаемый ревом зверя, уже доносился снаружи. Я выскочил из мешка, одевать куртку и шапку было некогда. Успел только надеть на ноги обутки. Схватил винтовку, мгновенно зарядил и в полной боевой готовности выбежал на улицу. Северное сияние догорало. Совсем недалеко, не дальше 15 метров от нашей палатки, шла нервная схватка между маленькой лайкой и крупным озлобленным медведем-шатуном. Карат изо всех сил старался задержать бурую смерть. Шатун рвался вперед к палатке. Собака быстро сзади хватала его за штаны, тем самым придерживая эту махину. Задержать разъяренного зверя одна лайка не в состоянии. Зверь, согнувшись, ходил на задних лапах, изворачивался, бросался в стороны, все время хотел ударить, зацепить когтистой лапой собаку, и в то же время медленно приближался к палатке. Я сделал несколько шагов, идя навстречу к медведю. Но никак не мог поймать на мушку слабое место. Просто не видел мушки на темном фоне медведя. Тогда я зашел чуть сбоку. Силуэт зверя стал виден отчетливее. В просвете между деревьями разглядел голову шатуна. Как огнем ожег приклад винтовки мое плечо, на мне была только кофта. Раздалось 2 выстрела, 2 вспышки огня. Шатун, как подкошенный, рухнул на снег. Карат сразу перестал лаять, и слышалось только, как он рычал. Держа винтовку наготове, я подошел к зверю. Тут только я обратил внимание на то, что стою на морозе, почти раздетый. Бегом побежал одеваться. А Карат стоял возле медведя победителем. Одевшись, я подошел к Карату, погладил моего спасителя. Если б не он, разорвал бы меня медведь. А так он мне спас жизнь, за что я благодарен ему. А в этот сезон с соболями нам тоже повезло. Пустые мы с Каратом не уехали домой. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на мой канал.